Это история человека, который прошел путь от крайней бедности до статуса мировой звезды. История актера и певца Рейна, артиста, которого сначала отвергали из-за внешности, который потерял мать еще до того, как успел добиться успеха, но все равно поднялся на вершину, стал легендой и вошел в мировую индустрию. Мы пройдем по всей его жизни шаг за шагом, от тяжелого детства до Голливуда, любви, травли, падений и возвращений. Рейн родился в простой корейской семье, где каждый день был борьбой за обычные вещи. Денег не хватало постоянно, и он рано понял, что такое экономить на еде, одежде и даже на транспорте. Его мать работала без выходных, чтобы прокормить детей, но болезнь постепенно забирала у нее силы. Он вспоминал, что в детстве часто сидел в темной квартире, потому что семья не могла оплатить свет. А когда мама готовила рис, он ел быстрее всех, не потому что хотел, а потому что боялся, что кому-то не хватит. Эти годы воспитали в нем характер. То самое упрямство, которое позже удержит его от падения, когда весь шоу-бизнес скажет ему «нет». Но в детстве он был просто мальчиком, который смотрел на сцену по телевизору и мечтал оказаться там хотя бы на секунду. И именно в этот период началась самая тяжелая глава его жизни – болезнь мамы, которая станет главным испытанием его юности. Когда Рейн был еще подростком, состояние его матери резко ухудшилось. У нее был тяжелый диабет, а семья просто не могла позволить себе дорогое лечение. Он видел, как мама теряет силы, но ничего не мог изменить. Слишком мало денег, слишком много проблем. В тот период он начал пробовать себя в танцах и ходить на первые прослушивания, надеясь, что хоть какой-то успех поможет оплатить лечение. Но кастинги заканчивались одинаково – отказ. Его просили уйти, говорили, что внешность неподходящая, что он нестандартный и не айдольский. Он возвращался домой поздно, после очередного провала, и все равно садился рядом с мамой. И каждый раз говорил ей, что однажды станет артистом. Она верила ему больше, чем он сам себе. Но болезнь была сильнее. Она умерла, так и не увидев успех своего сына. Эта потеря сломала его, но не остановила. Он понял, теперь у него нет права сдаваться. Он пообещал себе, что пройдет этот путь до конца, даже если нужно будет снова и снова подниматься после каждого «нет». После смерти матери он начал ходить на прослушивания еще настойчивее. Но дорога в индустрию оказалась намного тяжелее, чем он ожидал. На кастингах ему говорили одно и то же. «Ты недостаточно красив. Лицо не подходит для айдола. Есть парни привлекательнее». Иногда его даже не просили танцевать, просто смотрели несколько секунд и отправляли домой. Он собирал отказ за отказом, словно это была часть ежедневного расписания. Чтобы оплачивать дорогу до студий, он экономил на еде. Иногда целый день пил только воду, но все равно приходил на каждое прослушивание, потому что знал, другого шанса его семья бы не выдержала. Танцы стали его единственным способом держаться. Он тренировался ночами, засыпая прямо на полу тренировочного зала. Он понимал, у него нет ни богатых родителей, ни связей. Только упорство. И именно это упрямство однажды заметили в компании JYP. Сначала его взяли как стажера, не потому что он идеально подходил на роль айдола, а потому что в нем увидели то, что редко встречается – абсолютную готовность терпеть боль, усталость и работу без гарантий. Этим начался его настоящий путь вверх. В JYP его жизнь резко изменилась, но не стало легче. Тренировки были жесткими, график тяжелее, чем у большинства, и ему приходилось постоянно доказывать, что он достоин быть там, где находится. Но он выдержал все. Первый настоящий успех пришел, когда он дебютировал как певец. Его песни начали медленно набирать популярность, а его танцевальные выступления стали привлекать внимание продюсеров. Он делал то, что умел лучше всех,
работал без остановки. Но главный взрыв случился в момент, когда он сыграл главную роль в дораме «Полный дом». Этот сериал стал культурным феноменом. Его смотрели по всей Азии, обсуждали в Корее, пересматривали снова и снова. Рейн проснулся знаменитым. Песни стали хитами. Танцевальные шоу собирали огромные стадионы. Мальчик, которому говорили «ты некрасивый», стал лицом эпохи. Его стиль копировали, его прическу повторяли тысячи фанатов, а его имя стало брендом. С этого момента началась та самая эпоха, в которой Рейн был на вершине, и казалось, что он уже победил все, что мог. Но впереди был еще один этап, куда более трудный и рискованный – Голливуд. Популярность Рейна в Азии выросла настолько быстро, что продюсеры из других стран начали обращать на него внимание. Он уже был известным певцом, танцором и актером, но выйти за пределы Кореи – это была совершенно другая высота. И Рейн решил рискнуть. Первым серьезным шагом стал контракт с американскими компаниями. Он понимал, что конкурировать с артистами мирового уровня будет сложно, но его не пугали ни язык, ни культура, ни требования индустрии. Он снова оказался в ситуации, когда все приходилось начинать почти с нуля. Он начал ездить между странами, посещать тренировки и кастинги, участвовать в международных шоу. И очень быстро понял, Голливуд никого не жалеет. Там не работает слава, заработанная в Азии. Там нужно доказывать все с первого шуга, как будто ты никому не известный новичок. Рейн проходил десятки проб, учил язык, работал над телом и образом. Он понял, что Голливуд требует не просто харизмы, там нужна идеальная физическая форма, выносливость и умение выполнять сложные сцены без дублеров. Его упорство наконец окупилось. Его пригласили в фильм «Ниндзя РССР». Ради этой роли он тренировал тело по несколько часов в день, соблюдал строгую диету, выполнял опасные трюки. Многие сцены он делал сам, без каскадеров. Фильм стал заметным международным проектом. Кто-то критиковал сюжет, кто-то хвалил экшен, но одно было очевидно – Рейн доказал, что артист из Кореи может выйти на мировой уровень и выглядеть на экране достойно, не теряясь рядом с актерами Голливуда. Он стал одним из первых корейских артистов, кто пробился на американскую сцену. Его начали приглашать на шоу, брать интервью, писать статьи. Миллионы людей из других стран впервые узнали о К-поп и корейской индустрии благодаря именно ему. Но каждое достижение имело свою цену. Годы без отдыха. Постоянные перелеты. Изнуряющие тренировки. Огромная ответственность перед фанатами и собственной мечтой. Он достиг давней цели, стал мировой звездой. Но именно в момент максимальной славы он впервые почувствовал, что эта высота не приносит счастья. Она только давит сильнее. И впереди его ждали еще более тяжелые испытания. Корея не простит долгого отсутствия. После международного успеха Рейн вернулся в Корею уже мировым артистом. Но в стране существовало правило, от которого не освобождены даже самые знаменитые – обязательная служба в армии. Он понимал, что без этого шуга его дальнейшая карьера будет под угрозой. И в 2011 году он ушел служить, временно оставив сцену, музыку и съемки. Сначала все проходило спокойно. Он служил как обычный солдат, выполнял задания, участвовал в мероприятиях. Но спустя несколько месяцев начались обвинения, которые ударили по его репутации так же больно, как и по моральному состоянию. В СМИ появились сообщения, что Рейну якобы давали слишком много увольнительных, позволяя покидать часть чаще, чем другим. Это быстро превратилось в масштабный скандал. Его критиковали фанаты, журналисты, общественные активисты. Многие верили слухам, даже не дожидаясь фактов. На него обрушились сотни статей, обвинений и комментариев. Его называли человеком,
который использует свою славу и получает особые условия. Он оказался в центре бурной медийной атаки, где каждый шаг рассматривали под микроскопом. Позже армейские расследования подтвердили: часть обвинений была преувеличена или вовсе не соответствовала действительности. Но к тому моменту ущерб был нанесен. Скандалы в Корее забываются долго. Любой артист, даже самый чистый, после подобного проходит через период тяжелой травли. И Рейн не стал исключением. После завершения службы он вернулся на сцену, но атмосфера вокруг была уже другой. Далеко не все были готовы принять его обратно. Кто-то ждал новых песен и проектов, а кто-то продолжал напоминать ему прошлые обвинения, даже когда они были официально сняты. Это был период, когда он почувствовал себя уставшим. Слишком много лет на высоте. Слишком много давления. Слишком много ответственности. В какой-то момент Рейн сделал паузу. Ему нужно было время, чтобы восстановиться, понять себя и свою жизнь. Но именно в это время в его жизни произошло то, что стало самым теплым и важным событием – встреча с женщиной, которая полностью изменила его путь. После армии и изматывающих скандалов Рейн оказался в точке, где слава не приносила радости. Он добился всего, о чем мечтал подростком – мировой известности, роли в Голливуде, огромной фан-базы. Но внутри было чувство, будто жизнь прошла через него штормом, оставив усталость, которую невозможно спрятать ни под одной сценической улыбкой. Именно в этот период рядом с ним появилась женщина, ставшая самым важным человеком в его судьбе – Ким Тэ Хи. Одна из самых уважаемых актрис Кореи, красивая, спокойная, воспитанная, она была полной противоположностью тому миру, в котором Рейн вращался долгие годы. Они познакомились не как звезды, а как два человека, которым нужно было обычное человеческое тепло. Их отношения развивались тихо, без публичности, и именно эта тишина помогла им построить доверие. В корейском шоу-бизнесе, где слухи рождаются быстрее, чем новости, им удавалось скрывать самое важное – искренние чувства. Но когда их роман раскрылся, началось самое неприятное. Часть публики выступила против. Кого-то раздражала разница в статусе. Кого-то – их прошлые роли. А кого-то – сам факт, что идеальная, национальная красавица выбрала именно Рейна. Он снова оказался под огнем критики. Но в этот раз он был не один. Ким Тэ Хи не отходила, не оправдывалась, не пряталась. Она была рядом с ним так же тихо, как в начале, и именно эта стабильность стала для Рейна главным источником силы. В 2017 году они поженились. Свадьба была скромной, без роскоши, без журналистов, только семья. Это было не шоу, не пиар, не событие ради заголовков. Это было их решение связать жизни, несмотря на все давление вокруг. Позже у них родились дети, и Рейн впервые за много лет почувствовал, что может дышать спокойно. Он сам говорил, что семья стала для него тихой гаванью, местом, где его никто не критикует, не оценивает и не требует быть идеальным артистом. Он начал возвращаться к музыке уже другим человеком. Не мальчиком, который пытается доказать миру свою ценность. Не артистом, которого давит индустрия. А взрослым мужчиной, который знает, что у него есть дом, куда он может вернуться после каждого концерта. Сегодня Рейн продолжает работать, снимается, выпускает песни, участвует в шоу. Но делает это спокойнее, уважая собственную жизнь и понимая, что слава не главное. Главное – то, что он смог пройти через бедность, потерю матери, сотни отказов, мировую карьеру, травлю и падения и все равно остаться стоять, уже не один, а рядом с семьей, которую он создал сам. Это история человека, который прошел длинный путь и, наконец, нашел свое счастье не на сцене, а в своей собственной жизни.